День третий. Уже совсем другая одежда. Страха, что тебя обворует, нету. Наверное, это очень многие обговаривают эту тему. Вот. Вчера был прекрасный день. Мы решили пойти в сторону Лувра, но шопинг все-таки нас остановил. И мы так вот постепенно прошлись, заходя в магазины. Зара просто супер, но как бы не очень что-то я себе выбрала, но реально в стиле одежды Япония и Франция, Зара — это совершенно два разных мира. Одежда для европейской фигуры, нет подстреленных талий, нет коротких штанов и коротких рукавов, очень красота, ну как под мой рост 1,75 м, я, конечно, счастливый человек наблюдать всю одежду и, конечно же, счастливый человек вообще. Во Франции я вообще сейчас чувствую себя как дома, просто вот я дома, вот как в Киеве. Для меня это, я прям честно уезжать не хочу. И когда ты гуляешь и по проспектам, вдоль проспекта деревья, каштаны, это также в Киеве, везде каштаны, много зелени, старинная архитектура. Я обожаю это, я просто вдохновляюсь этим очень сильно. И для меня это просто как воздух нужно. Я люблю Японию, но как бы деревья, вот, и вот эта вся архитектура, красота, открытость людей. Я вот иду и лицезрею всех европейских людей, всех наций. Они все такие открытые, свободные, на эмоции свободные. Могут стоять за кассой или став в магазине и очень оживленно общаться, делиться эмоциями. Ну, конечно, в Японии ты такого никогда не встретишь. Это не есть плохо, а просто, ну, такая культура. И, возможно, это очень хорошо, но вот эта сдержанность, она очень сильно влияет на, как бы, человека, да, когда мы подавляем целый день, как бы, как роботы, да, то есть без эмоций каких-то, и потом где-то все равно это будет выходить, надо выражать это. То есть мы же живые, мы не роботы, мы люди. Вот. И я все-таки за то, чтобы люди проявляли эмоции, выражали свои эмоции. Конечно, не суперактивно, да, мы вот еще когда будем в Италии, там, да, например, там было бы безумно интересно понаблюдать за эмоциями. Я эмоциональный человек, поэтому, как бы, не знаю, я разделяю все то, что открытое, потому что закрыться мы можем всегда. Я тоже могу быть очень общительная, но потом могу дня 3-4 вообще никого, не то что не хотеть видеть, просто побыть одной. И мне это очень прекрасно, я просто не чувствую себя одинокой. Для меня это превосходное ощущение. Вот, такое, можно сказать, восстановление, так как я уже 20 лет работаю стилистом, с женщинами, с мужчинами, и порой не один человек в день обслуживаешь, а обслуживаешь по 3, 4, 5. Но это всегда очень весело и интересно, если какие-то небольшие работы. Это такая оживленная атмосфера в салоне, всем это нравится, все приходят, говорят, блин, твой вайб в твоем салоне, это всегда такой, как глоток воздуха, которого очень сильно не хватает порой, как бы, в Японии. Я понимаю, о чем они говорят, и вот для меня пребывание сейчас в Париже — это просто, вот я дома. Очень, очень, очень красивый город. Не знаю, мне все нравится. И на сегодня я уже не в такой сумочке более спортивном виде, где когда боишься, что что-то где-то когда украдут. Но понятно, когда ты не знаешь местность, и еще когда там много где-то кто-то кого пугает, то будут такие моменты. Но когда мне нужно изучить территорию. Я очень быстро запоминаю улицы, ощущения, вот территория, где безопасно, как вести, как реагировать и так далее. Понятно, что в Киеве тоже не супер безопасно. В Киеве
Можно идти по одной улице, все будет прекрасно, чуть-чуть вышел на Хрещатик, пойдешь по-другому. Это тогда, когда я жила лет 11 назад, да, в Киеве. То есть я не возвращалась в Киев 11 лет и в Европу, то есть так получилось, что я уже долго живу в Токио, и последние 4 года война, не было смысла как-то возвращаться в такие времена, когда не до путешествий было. И сейчас тоже, конечно, но уже невозможно сидеть в Токио. Хочется вернуться вот поближе в Европу, возвращаться, ощущать себя здесь и другие страны. Вот. Так что, дорогие мои, поделилась с вами эмоциями своими. И очень хочется услышать ваши комментарии, ваш опыт, если вы поделитесь, какой у вас был тоже, когда вы первый раз куда-то приехали и чувствовали себя.